Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Алиса, какое сегодня число? Сегодня 7 июня. Друзья, сегодня 7 июня, и я снимаю продолжение своего сериала о том, как я делаю полы на кухне в своем деревенском доме. Я уже снимала 2 видео об этом. Размещу здесь обложки этих 2 видео. Пройдите посмотреть, если вы еще не видели. Там я рассказываю про капитальный ремонт пола подробно и про свои эмоции от всего этого действа. Ну а здесь, в этом видео, я расскажу про итоговые работы, которые сделали у меня на полу. Кусочек вы уже видите. И подробно расскажу, какие у меня планы на кухню, что я планирую здесь еще сделать и так далее, потому что работы еще очень много. Начну с того, что под чистовой пол мне положили ДСП-плиты, благодаря которым пол достаточно хорошо выровнялся. Сначала в качестве чистового пола я думала положить какой-нибудь толстый линолеум утепленный, но потом отказалась от этой затеи, так как уже был негативный опыт с новым линолеумом у меня в спальне. Он, к сожалению, быстро ободрался. Потом я думала про ламинат, но он мне показался тоже недостаточно надежным для деревенского дома. В итоге я остановилась на влагостойких шпунтованных строительных плитах с декоративным покрытием. Называются они Quick Deck. Производит их завод Невский ламинат. Эти плиты достаточно большие, размер их 1,20 м на 90 сантиметров, толщиной они 1,6 мм. За счет их размера они укладываются достаточно быстро и просто. У них есть специальные такие пазы, которые промазываются строительным клеем D3 и укладываются друг в друга как конструктор. В итоге мне эти плиты положили за 16 часов, с учетом того, что кухня у меня 42 квадратных метра. Это уникальная конструкция плит, разработана, еще раз повторю, на заводе Невский ламинат, который на строительном рынке с 2013 года. Мне эти плиты понравились тем, что они влагостойкие и имеют декоративное покрытие 34 класса износостойкости. Кроме того, эти плиты абсолютно экологичны, что для деревенского дома очень важно, я считаю. А еще мне их закрепили вот на такие крепежи, чтобы они были надежно зафиксированы на подложке. Похожие плиты я также положила у себя в ванной комнате. Вот эта плита Quick Deck Profi 22. У нее толщина 22 мм. Это плита повышенной плотности. На нее я потом положила виниловое покрытие, которое я вам покажу чуть попозже, когда буду рассказывать про пол в ванной. Кстати, оттенок моего декоративного покрытия на кухне называется Полкоя. Я оставлю название на экране. Если вам вдруг понравится такое же, вот запомните. Хотя изначально я планировала совершенно другой оттенок, вот такой вот он называется Кайлас, но, к сожалению, его не оказалось в наличии на складе. Но это, наверное, и к лучшему, потому что вот тот оттенок, который у меня сейчас, он многофункциональный, можно сказать, при разном освещении он выглядит по-разному. В нем сочетаются 3 цвета: светло-серый, молочный и цвет светлого такого теплого дерева. Сначала я немного расстроилась, что пол оказался не того оттенка, который я хотела изначально, и он мне показался достаточно светлым, но теперь я вижу, что это даже более выигрышный вариант, потому что здесь можно поиграть с цветами, можно подобрать разные оттенки кухонного гарнитура, и все прекрасно будет сочетаться. Ссылку на плиты Quick Deck я оставлю под этим видео. Если вы вдруг захотите себе такие же, то обязательно их закажите. Не пожалеете, они очень прочные. Значит, друзья, вот так вот выглядит финишный пол у меня на кухне.
Я совершенно не ожидала, что у меня будет вот такой цвет пола, такой рисунок. Я планировала совершенно другой, но получилось вот так, как получилось. Значит, изначально я хотела, помните, в предыдущем видео я вам показывала, какой цвет пола я хотела. Я сюда вставлю картинку. Но, к сожалению, его в наличии не оказалось, и пришлось выбирать максимально подходящее к тому, что я хотела. И вот этот оттенок и этот рисунок оказался максимально подходящим. Вот так вот он выглядит, он достаточно светлый, и к тому же он очень гармонирует, сочетается с цветом моей тумбы, как вы видите. Возможно, я закажу другие модули кухни, а возможно, это тумба под раковину временная. Я еще пока не знаю, посмотрим. Возможно, я буду кухню делать на заказ, а возможно, нет. Но в любом случае это все будет сочетаться и гармонировать с основным цветом кухни. На видео почему-то видно, что пол какой-то темноватый, хотя он очень светлый. Я не знаю почему. Сейчас вот здесь попробую показать его. У меня уже, видите, уже на кухне мебель. Вот такой вот он светлый. В зависимости от освещения этот пол меняет цвет. Кухня с ним выглядит достаточно светло. Вот так вот, посмотрите. Совершенно неожиданно для меня. Наверное, бы с другим полом она была темноватой. Но я сейчас замечаю, что даже в пасмурные дни на кухне очень светло, красиво. Вот, и этому я очень рада. Знаете, все, что не делается, делается к лучшему, и я потихоньку начинаю свыкаться уже с этим цветом пола, он мне начинает нравиться, хотя поначалу я очень переживала, что что-то не так. Он достаточно пестрый, чтобы не замечать на нем грязи, и достаточно светлый, чтобы не темнить, не затемнять слишком кухню. Кстати, зону кухонного гарнитура я решила выложить плиткой. Вот здесь сняли мне гипсокартон со стены, чтобы под него положить достаточно прочный каркас, чтобы плитка хорошо держалась. А под гипсокартоном оказалась вот такая красивущая деревянная стена. Дело в том, что основная часть дома у меня из бревна побеленного, оказывается. Жалко, нельзя ее оставить, потому что здесь будет стоять газовая плита. По правилам техники пожарной безопасности тут должно быть что-нибудь негорючее. Ну и после того, как выложили каркас на эти бревна, опять зашили эту стену гипсокартоном тем же, и сюда будут укладывать мне плитку. Конечно же, здесь сняли обои. Кто-то там мне уже в комментариях написал: Наташа, неужели тебе на обои плитку клали? Нет, конечно. Друзья, обои все сняли, все хорошо. Вот, а на полу мне положили плоский шифер для того, чтобы здесь тоже удобно было укладывать плитку на него. Ну и вот, в общем-то, стена готова для укладки плитки. Плитка матового цвета под дерево. Она такая вот бежевая, с текстурой дерева, то есть она текстурированная, не глазированная, как правильно говорить, не знаю. Вот в кухонной зоне мне сделали плитку, она еще подсыхает, пока здесь еще затирочку будут делать. Это будущий кухонный фартук, как вы поняли. Здесь, как вы понимаете, у меня будет стоять газовая плита, здесь же будет столешница, вот здесь будет место стиралки, вот здесь стиралка будет стоять. Изначально я хотела вот такую вот светло-бежевую плитку найти у себя в райцентре. Я ее искала, как возле котла, вот эта плитка, но ее, к сожалению, не нашла. И мне понравилась такая вот текстурированная. Вот эту плитку я заказывала на Валберес. Вообще, по картинкам, вот эта плитка, она гораздо светлее. Но, видимо, то ли в зависимости от освещения она меняет цвет. Видите, вот здесь, например, она гораздо светлее на полу, чем вот на стене. Плюс еще ситуация такая, что у нее матовая такая текстура, и она не отражает, а поглощает свет. Видимо, поэтому она кажется такой темноватой. В общем, друзья, я, можно сказать, методом тыка выбирала вот этот пол и вот эту плитку, хотя мне очень хотелось совершенно все другое, в других цветах. Но получилось так, как получилось. У меня не было времени подумать, раздумывать над полами, над плиткой. Вот здесь вот я сейчас вам покажу с этой стороны. Она выглядит достаточно светлой, но она, видите, по оттенку немного отличается. Она какая-то даже сероватая вот здесь кажется. Ну и в то же время она гармонирует с полом, как это ни странно. Ой, друзья, кухню я еще буду переделывать. Вот эти вот страшные обои голубые я буду снимать. Кто-то в комментариях писал: Наташа, такие красивые голубые обои, их не надо снимать. Ну, во-первых, я вам хочу показать, что в каком они состоянии. Вот, видите, эти обои уже. Вот. И в таком состоянии они по всей кухне. То есть, посмотрите.
Вот здесь у меня вход в дом, и вот здесь кошки все время точат когти. Посмотрите, в каком состоянии эти голубые обои. Они бумажные, и они все уже отклеились, изодранные и так далее. Поскольку у меня кошки, стены я буду, скорее всего, шпатлевать, и они у меня будут белыми, текстурированными, и благодаря белому текстурированному цвету кухня будет более светлой, более теплых оттенков. Мебель кухонная, вот стол со стульями, стулья еще не куплены, у меня будут белого цвета. Кресло у меня будет здесь рабочее стоять, оно такое тоже бело-бежевого цвета. Не знаю, как показать. Вот наверху у меня вот здесь вот висеть шкафчики для посуды туда-сюда. Пока я не знаю, что я буду делать, заказывать ли на Валберис модули, либо под заказ буду делать кухню, но столешницу я точно буду под заказ. Вот эти двери у меня будут белым цветом покрашены. И, возможно, даже я уберу вот эту дверь, которая открывается, она очень неудобная. Возможно, я раздвижные двери сюда вставлю. Вот. Вот здесь вот я планирую сделать печку-буржуйку. Вот на том месте, где у меня раньше печь стояла. Но это будет не сразу, не в этот год точно. Оборудую эту зону я попозже. На этом месте пока будет стоять холодильник временно. А вот здесь, в этом закуточке, у меня будет что-то на вроде мастерской, где будет очень много полочек. Здесь будет место для хранения. Здесь будут храниться инструменты, потому что они у меня все время лежат на веранде, все это теряется, отвертки всякие, шуруповерты, пилы и все аккумуляторные мои инструменты, которые нельзя хранить на улице, потому что зимой, как вы понимаете, аккумуляторы на морозе не хранят, и они должны храниться в доме. Вот здесь я им сделаю помещение для хранения. Вот здесь я, скорее всего, повешу занавесочку вот такую, вот она будет загораживаться. Вот здесь у меня вход в кладовку. Здесь мне тоже сделали в кладовке пол. Здесь у меня кошачьи туалеты, кошачий клозет, как говорится. Здесь свежо стало, чистенько. Раньше был старый линолеум, здесь я еще не прибралась. Ничего не поставила, тоже пока нужно прибраться. Здесь лестница на чердак идет, как видите. В общем, частично здесь висят вещи, одежда кое-какая старенькая. Тоже тут что-то будет храниться. Со временем, когда у меня вот здесь появится печь-буржуйка, да, холодильник я, конечно, придумаю, куда поставить. Посмотрим. Еще пока над этим не думала. В общем, кухня у меня будет максимально светлой. Вот. И даже хорошо, что вот эта плитка, она немножко темноватая, потому что на ней не будет сильно видно грязи, да, потому что на белом бы, на светлом бы очень сильно была бы видна грязь, а так текстура дерева очень даже приятная, посмотрите. В общем, с полами на кухне теперь все хорошо, слава богу, но я еще делала полы в ванной комнате, друзья. Там у меня тоже ужасное было состояние полов. Сейчас я вам их покажу, как это выглядело до. Вот моя ванная. Здесь, собственно, весь санузел находится. И пол был выложен плиткой. Причем этот пол, он со временем провалился. Плитка, кстати, вся потрескалась. Вся была очень грязной, очень старой. И ужасно это выглядело. Это ничем не оттиралось, никакими тряпками, ничем. И за унитазом, я вот здесь показываю, пол провалился. То есть унитаз даже покосился немножко от того, что пол был провален, а под ванной вот такая была разруха, друзья. Это было ужасно. Я там не могла ни мыть, ничего. Там зимой лазили мыши. То есть это было просто страшно смотреть. Слава богу, с пола мне всю эту плитку убрали, и угол, который проваливался под унитазом, его выровняли. Под плиткой был гипсокартон, который весь прогнил, и вместе с ним начали уже гнить доски. В итоге доски обработали от плесени, затем положили теплую изоляцию и залили все стяжкой в 2 слоя. Вот так вот в итоге этот пол теперь залитый выглядит. Сюда, на этот пол, я уже выкладывала плиты Quick-Deck влагостойкие 22 мм. Помните, я вам рассказывала в начале видео. Вот так они выглядят. Затем на эти плиты я уложила вот такие виниловые пластины. На клейкой основе они заказывали
Заказывала я их на Валберес. Видите, текстуры дерева. Очень удобно, как вот наклейки наклеил просто на пол. В итоге в ванной у меня вот такой красивущий пол. Осталось добавить сюда плинтуса по периметру. И, в общем-то, мне теперь пол очень нравится в ванной. Приятно в ванную зайти, и я не боюсь теперь мышей, потому что везде все закрыто, стяжкой залито. Я еще пока не знаю, как в эксплуатации вот это виниловое покрытие. Я впервые его пробую. Оно, кстати, такое мягенькое еще. Толщина этих пластин где-то 1 или 2 миллиметра. Я не знаю, как это будет в эксплуатации. Возможно, эти плитки со временем отклеются, но в любом случае я заказала их с запасом, и если какая-то отклеится, то я легко заменю ее новой. Да и к тому же на маркетплейсах сейчас очень много вариантов разного такого вот пластикового покрытия, и напольного, и настенного. Всякие панели там продаются. То есть могу с легкостью заменить этот пол на другой, если мне что-то не понравится. То есть мне не придется менять плитку, понимаете, в чем легкость. А вот здесь я показываю, мне наконец-то поставили вытяжку в ванную, друзья. У меня теперь после душа не будет преть ванная, то есть ее можно будет включать и выключать через выключатель, и весь влажный воздух будет выходить. А еще меня спрашивают, как мои кошки переживают ремонт. Ну, конечно, они тоже стрессуют от громких звуков строительных инструментов, а также от множества чужих людей у меня на участке и в доме. Вот эти кадры, кстати, я снимаю вечером, когда все уже разошлись, когда тишина, когда можно насладиться цветами в своем саду. Вот здесь у меня, кстати, расцветает розочка, которую мне подарил подписчик Александр. Спасибо большое. Вот. Ну а кошкам я поставила под окно специальную такую стремянку, и окно всегда держу открытым, чтобы у них была возможность выходить и входить в дом через свой собственный лаз. Потому что днем вход в дом, как вы понимаете, все время был занят строителями, всякими строительными инструментами, шумом и так далее. В общем, им было стрессово. А вот здесь я, кстати, показываю, как Триша забралась на дерево и кайфует там, наслаждается. Друзья, вот эти кадры спокойные, лайтовые, красивые я снимаю либо вечером, когда строителей нету, либо рано утром. Это то время, когда мы с кошками спокойно можем насладиться уединением, спокойно позаниматься своими делами. Ну а в основном целый месяц я жила в режиме нон-стоп, друзья. Это когда у тебя нет возможности где-то уединиться, позаниматься своими делами спокойно, потому что тебя постоянно дергают, спрашивают, где что лежит, а ты не можешь не ответить, потому что ты знаешь, где что лежит, это же твой дом, твой участок, да, и у тебя нет возможности спокойно поесть, помыться, в туалет, извините, пардон, меня спокойно нет возможности сходить. Даже видео я записывала, озвучивала, и вот сейчас это делаю вечером, поздно вечером, друзья. В общем, стресс еще тот. Тут кто-то в комментариях мне написал: Наташа, ну ремонт, это же так кайфово, у тебя появится что-то новое в доме, будет обновление. Ну, не спорю, да, будет новая обстановка, красиво все будет. Однако цена этому, как вы понимаете, непростая, особенно если ты делаешь это все не сама, а когда у тебя постоянно на территории твоего участка и на территории твоего дома находятся абсолютно чужие тебе люди. Вот тут, кстати, я хочу показать, как выглядел мой дом во время ремонта. Я перенесла с кухни все вещи, всю мебель, всю технику в дом, и у меня получилась такая, знаете, коммуналка. Я уже вообще ничего не говорю о дальней комнате, потому что там вообще хлам был. Вот как будто я живу в коммуналке, реально. К тому же на полу постоянно была грязь, потому что ты заходишь в дом с кухни, там у меня вход, и постоянно строительный мусор весь тащится в дом. Лотки кошек стоят возле печек. Ой, в общем, друзья, ну, такое себе во время ремонта удовольствие, я вам хочу сказать.
Вы знаете, в следующий раз, если случится со мной ремонт, то наверняка я сниму какой-нибудь домик поблизости и буду жить там, пока мне делают ремонт рабочие в доме. Ну а пока я вам здесь показываю кадры красивого заката и тумана, расскажу, во что мне обошелся капитальный и косметический ремонт пола на кухне и в ванной. Стоимость работ по капитальному ремонту пола мне обошлась 80 тысяч рублей на 42 квадратных метрах. Плюс сюда еще идут стройматериалы где-то около 50 тысяч. Это еще с учетом того, что мне не пришлось их полностью покупать. Вот, например, половые доски я не покупала, потому что они у меня оказались в достаточно хорошем состоянии. В общем, стройматериалы мне обошлись бы гораздо дороже, если бы я покупала их полностью, а не докупала по мелочи там что-то вот нужно было. Например, нужно было докупить утеплитель, а частично утеплитель у меня сохранился в хорошем состоянии на полу, его опять положили. Ну а укладка финишного пола плюс сопутствующие работы, о которых я вам сейчас расскажу, мне обошлись в 52 тысячи рублей. Итого ремонт только одного пола на кухне и в ванной мне обошелся в 180 тысяч рублей. А еще, извините, мне надо там косметический ремонт навести, купить кухонный гарнитур. Ну и подробно расскажу о сопутствующих работах. Вот когда начинаешь ремонт пола, ты не знаешь до конца, что тебя ждет, потому что ты вроде бы ремонтируешь пол, там тянется одно за другим. Вот, например, я поняла, что нужно выложить плитку в зоне кухни, и там тоже дополнительные работы. Или, например, я поняла, что вытяжку нужно попутно сделать, и мне тоже электрик там приезжал, делал ее отдельно. И, например, когда ты выкладываешь плитку, то нужно отодвинуть розетки, потом их вернуть на место. И уж я не говорю о том, что постоянно туда-сюда перетаскивались ванна, унитаз, стиралка, газовая плита, мойка, туда-сюда таскались, подключались, переподключались, туда-сюда. В общем, это такая непростая вещь, ремонт пола, потому что затрагиваются все коммуникации, все перетряхивается, понимаете. Даже вот ни я, ни строители до конца не знали, в каком состоянии, например, лаги и сколько их там под полом, да. В итоге их пришлось докупать. Вот. Ну, в общем, очень много всяких нюансов, и ты не до конца не знаешь, какие именно работы подробно тебя ждут, пока ты не вскроешь вот, пол там и не посмотришь, что там. Так, друзья, а теперь я отвечаю на ваши вопросы про пол, которые вы мне написали в комментариях. На часах сейчас практически 2 часа ночи, поэтому поставьте лайк этому видео, потому что я не сплю, буквально в смысле этого слова, чтобы для вас записать это видео. Так вот, перейдем к вопросам. Значит, первый вопрос вы пишете: Наташа, где покупали все материалы и как осуществлялась доставка? Доставка дорого ли вышла? Вы знаете, мне повезло с мастерами, которых я нашла, кстати, по сарафанному радио. Об этом тоже был вопрос. Тут среди местных есть своя взаимовыручка, взаимоподдержка, и люди знают, кто чем занимается примерно, да, и вот так друг другу передают контакты. Вот так, собственно, нашлись и рабочие, которые делали мне пол. Что касается доставки, мне повезло со строителями, да, которые мне делали пол. Они сами договаривались о доставке стройматериалов. Я практически этого не касалась. У них там свои какие-то связи. Мне просто привозили стройматериалы, давали чеки, где было прописано, где что сколько стоит. И я эти чеки собирала, и, соответственно, потом мы с мастерами все это считали, во сколько что мне там, какие стройматериалы достались и так далее. Плюс мастера, они на своих машинах и живут в райцентре, а в райцентре там у нас есть строительный магазин, вот, и они попутно просто привозили все, что нужно. Вот, в этом плане мне даже повезло. Так, следующий вопрос про утепление. Будет интересно, как в дальнейшем оно сработает. Кстати, я могу уже сразу сказать, когда мне положили уже ДСП, еще финишного пола не было, на улице стояла невероятная жара в этот момент. Я привыкла, что я, когда обычно захожу в дом или на кухню, у меня здесь всегда было прохладненько. Но когда мне сделали уже весь пол,
капитальный ремонт пола. Я заходила на кухню в жару, и было очень душно и тепло. Представляете? То есть, эффект уже я почувствовала даже тогда, когда мне еще не положили чистовой пол. Плюс еще мне перетаскивали машинку на черновой пол стиральную, да, и я попробовала ей постирать и сравнила, и как было до и как стало после. То есть, на старом полу у меня машинка прыгала. Когда она стирала, все вокруг дребезжало, ходуном ходила. Ну, а теперь на новом полу, стиральная машинка стирает так, что у меня даже перышко не дрогнет на кухне, вилки не дребезжат, машинка никуда не прыгает. В общем, это класс, это кайфово просто. Так, еще тут пишут, что будет ли пол действительно теплым. Пол уже действительно теплый, я уже рассказала, да. Про продухи вы тут спрашиваете. Их раньше делали обязательно. Слушайте, друзья, продухи у меня есть, они и были. Вот, я их, к сожалению, на видео не показала, но они есть. По одному кирпичику я могу вытаскивать из фундамента. Единственное, что я ими не пользовалась до некоторого времени, потому что у меня были маленькие котята, кошки. Они постоянно лазят в какие-то норки, и я вот эти продухи постоянно закрывала. Но теперь я понимаю, что просто на эти продухи нужно сделать решетки, чтобы кошки туда не лазили. Продухи, они есть, делать мне их не надо, все хорошо. Плюс еще мне сделали лаз под пол на кухне со стороны двора, и там можно теперь открывать дверцу, заходить туда. Ну, как заходить? Пролазить на четвереньках можно. Вот. И там тоже нужно поставить решетку, чтобы туда не лазили кошки. Следующий вопрос тут спрашивают: расскажите, сделали они гидроизоляцию между столбиками и лагами? Слушайте, мне делали пароизоляцию на фальш-полу. Об этом я подробно рассказываю в видео, где рассказываю про капитальный ремонт пола, все его этапы, подробно рассказываю, что и как было. А фальш-пол с пароизоляцией, он лежит на нижней стороне лагов, или как правильно, да. По этим столбикам вода будет пропитываться, лаги начнут гнить. Ну, слушайте, нет, лаги не начнут гнить, они, собственно, в хорошем состоянии и были, кроме того лага, где вода сочилась на него с трубы лопнувшей. А так все лаги у меня были в хорошем состоянии, благодаря тому, что есть продухи. Друзья, у меня, к сожалению, нет времени снять вот эти продухи вам на видео. Сейчас ночь, я же не пойду ночью их снимать. Мне скорее нужно уже смонтировать и снять это видео. Поверьте мне на слово, продухи есть, и пол проветривается теперь. Тут еще пишут, можно было еще стыки между досками и между стеной хорошо пропенить. Мне их пропенили в видео, где я подробно рассказываю про капитальный ремонт пола. Там еще этого этапа работ нет, но сейчас там все пропенено. По-моему, даже в начале видео вы видели на стыках со стеной пол пропенен. Посмотрите, отмотайте это видео на начало, и там видно все. А еще интересно, из чего и как сделан пол в другой части дома, и сильно он холодный или нет. Пол в основной части дома у меня холодный, он выложен ламинатом. Начинки этого пола я, к сожалению, не знаю, я его не строила. Я узнаю об этом только когда решусь на ремонт пола в доме тоже. Тоже так же, как и на ремонт пола на кухне я решилась и узнала, как и из чего он состоит, правильно он положен или нет. И вот то же самое я буду узнавать, когда буду ремонтировать этот пол. Ну а так у меня здесь частично лежит ламинат, под ним я не знаю, что там находится. Там, где у меня спальня, здесь положен линолеум. Следующий вопрос. Наташа, в прошлом видео вы обмолвились про то, что сделали бы по-другому, а что именно переделали бы или учли заранее при укладке пола. Вы знаете, что бы я сделала по-другому? Я бы не доверила рабочим делать отделочные работы по чистовому полу. Почему? Потому что, мне кажется, женскими руками все получилось бы гораздо аккуратнее. А так мне просто очень плохо вытерли клей на стыках, вот где соединяются вот эти плиты квикдек, да. Этот клей сейчас вот грязный, запачканный там все. Мне придется оттирать этот клей White Spirit, там, по-моему, или как это средство называется. В общем, придется мне эту грязь оттирать. Некоторые стыки пола мне придется самостоятельно обрабатывать герметиком. Мне, кстати, не понравилось, как герметик прозрачный лег на стыке пола. Его заметно, он выглядит как грязь. Вот сейчас вот его обшаркала я немного, да, и это грязновато выглядит. Я хочу купить, знаете, такой герметик бежевого цвета и буду им обрабатывать стыки у этих плит. Что именно я переделала бы или учла заранее при укладке пола?
Вы знаете, заранее, конечно, можно что-то планировать и что-то учитывать, но по факту это выглядит совершенно иначе. В реальной жизни все совершенно иначе. Ты в попыхах что-то, в бегах как-то, в этой суете, что-то пытаешься понять, что происходит, кто-то что-то делает. Кстати, мне полы делали трое мужчин, и там каждый делал свою работу, и за каждым я в буквальном смысле не могла уследить до деталей, как и что мне делали, да. Ну, конечно, я подходила, смотрела в какие-то моменты, как они делают, и курировала, да, людей, объясняла, что и как я хочу, но досконально всех мелочей, деталей я, конечно, не могла учесть и увидеть, потому что я не могла 24/7 стоять вот над людьми, да, и смотреть, как они делают свою работу. Я параллельно там еще на огороде, в саду занималась вот этими посадками. И у меня просто физически не было возможности отслеживать, как и что они мне делают. Какие-то основные важные моменты я, конечно же, видела и контролировала, но не все. Не все физически мне было возможно проконтролировать. Плюс, как я уже сказала, это очень большой стресс, когда у тебя в доме находятся абсолютно чужие тебе люди, и они со своим настроением, со своим характером каждый, и каждому нужно найти свой подход. И, короче, это пипец. Ремонт — это пипец, друзья. Это одним словом я вам хочу сказать. Что бы я сделала по-другому? Ну, наверное, бы сейчас, если бы я начинала ремонт пола еще раз, я бы, наверное, арендовала где-то поблизости домик и какой-нибудь, забрала бы туда с собой своих кошек, какие-то важные для меня вещи, и жила бы там 3 недели, пока мне делали пол спокойно. А потом бы иногда бы, может быть, приходила и смотрела, как и что мне там делают, и либо мне отчетность бы скидывали по видеосвязи. Вот так бы я, наверное, сделала. Вот, но получилось так, как получилось. И, как я уже сказала, всего не проконтролируешь и не учтешь наперед. А еще тут у меня спрашивают, зачем такой объем плитки на стене? Можно же было выложить фартук после установки мебели. Ну, смотрите, так у меня не работает. У меня все по-другому устроено. Дело в том, что у меня на кухне стоит газовая плита, а по правилам пожарной техники безопасности, правильно я говорю, да? Техники пожарной безопасности, извините, ночью записываю. Короче, по этим правилам, я даже расписывалась под ними, нужно сделать так, чтобы за газовой плитой был не горючий материал, как на полу, так и на стене. На стене 100% он должен быть. И когда мне газ заводили в дом и подключали этот газ, за газовую плиту меня заставили поставить асбестовый лист или шифер плоский, по-моему, у меня там стоял временно, чтобы мне разрешили подключить газ, понимаете? И кухонный гарнитур я еще установлю не скоро, друзья. Я еле расплатилась за вот эти полы. Да и это очень удобно, я считаю, что не только фартук, а вся стена выложена у меня там плиткой. Там легче будет мыть, все-таки это кухня, как-никак. И плюс техника пожарной безопасности, газовщики, которые ко мне периодически приходят, проверяют, как у меня тут что с газовой плитой, с газовым котлом. Они останутся довольны на этот раз, потому что там плитка находится. Я бы хотела, чтобы у меня уже там кухонный гарнитур стоял, но, к сожалению, мои финансы сейчас поют романсы. Нужно еще заработать на него. Вот. И хорошо, что там плиточка. Теперь там все аккуратно. Друзья, пожалуй, все. Все самые такие основные вопросы я выбрала, ответила, да, самые интересные и самые важные. Продухи в полу есть, пол теплый, пол ровный, машинка не дребезжит. Это меня радует, этому я довольна. Конечно, есть какие-то косметические нюансы, которые мне самостоятельно придется доделывать, несмотря на то, что я заплатила немалые деньги. Но, тем не менее, слава богу, все это закончилось. Длилось это 3 с небольшим недели. Ах, Поздравьте меня. Ну и ждите следующих видео. В следующих видео я буду показывать и рассказывать, как я делаю своими руками косметический ремонт на кухне. Ну или даже я немножко отвлекусь уже от этого ремонта, может быть, переключусь на другой какой-то видеоконтент. Вот недавно, например, мы с соседкой ездили на велопрогулки. Следующее видео, скорее всего, будет про них. В общем, всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующем видео. Спокойной ночи. Пока-пока.